11 июля 2014 года. Аэропорт Варны, Болгария. Через несколько минут этот человек выбежит из здания аэропорта и исчезнет навсегда. Его звали Ларс Миттанк, 28 лет, обычный турист из Германии. Он прилетел в Болгарию вместе с друзьями, чтобы провести отпуск у моря. Но за 2 дня до исчезновения произошло нечто странное. Возле одного из баров Ларс подрался с неизвестными мужчинами. Эй, что вам надо? Не лезьте в свое дело! Ситуация быстро вышла из-под контроля. Драка была короткой, но жестокой. После драки друзья начали замечать странности в его поведении. Он стал подозрительным, замкнутым, и это словно что-то скрывал. Ларс почти перестал спать и постоянно оглядывался по сторонам. Позже он заявил, что за ним кто-то следит. Ларс позвонил матери в Германию. «Если со мной что-то случится, не верь никому». Именно после этого разговора история становится по-настоящему странной. Утром 11 июля Ларс приезжает в аэропорт Варны. Именно камеры наблюдения зафиксировали последние минуты его жизни. На записи видно, что Ларс ведет себя крайне тревожно. Он будто чего-то боялся. Или кого-то. Именно здесь происходит то, что никто не может объяснить до сих пор. Именно здесь происходит то, что никто не может объяснить до сих пор. По словам врача, Ларс внезапно вскочил со стула и закричал: Я не хочу здесь умирать! После этого он выбежал из кабинета и побежал через терминал. Это были последние кадры Ларса Миттанка. Больше его никто никогда не видел. После исчезновения полиция начала масштабные поиски. Но почти сразу стало понятно, это дело будет необычным. Полицейские прочесывали территорию возле аэропорта несколько дней подряд. Они осматривали лесополосу, заброшенные здания и даже канализационные тоннели. Но никаких следов Ларса найдено не было. Ни одежды, ни крови, ни тела. Следователи начали изучать записи с камер наблюдения. После этого его след просто обрывается. Очень быстро начали появляться первые теории. Одни считали, что Ларс страдал от паранойи после драки. Другие были уверены, его кто-то преследовал. Ну что, Гуйтия? Но была еще одна странная деталь. Врач аэропорта утверждал, что Ларс был сильно напуган, но не выглядел пьяным или агрессивным. Он выглядел так, будто увидел что-то ужасное. Но что именно произошло в аэропорту Варны в то утро, никто так и не узнал. Прошло уже больше 12 лет. Но дело Ларса Миттанка до сих пор остается открытым.
И знаете, что странно? Люди исчезают каждый день. Но далеко не каждая история выглядит настолько неправильно. Смотрите сами. Человек в панике выбегает из аэропорта и буквально растворяется. Как будто Болгария открыла секретный портал. Нет, серьезно. Ни одной камеры дальше. Ни свидетелей, ни следов. Для 2014 года это уже звучит очень странно. Там камеры, охрана, сотрудники. И все равно человек исчезает бесследно. Очень удобно. Некоторые считают, что Ларс просто пережил психологический срыв. И да, такие случаи действительно бывают. Но есть одна проблема. Есть еще один странный момент. Почему Ларс так испугался именно в кабинете врача? Что он увидел? Или кого? И честно, это выглядит так, будто он кого-то узнал. Но тогда возникает другой вопрос. Если за ним действительно кто-то следил, именно поэтому дело Ларса Миттенка до сих пор считается одной из самых странных историй исчезновения в интернете. И, скорее всего, мы так никогда и не узнаем, что произошло на самом деле. Но история Ларса стала вирусной не только из-за исчезновения, а из-за одного вопроса. Что могло настолько сильно напугать взрослого человека в людном аэропорту? В интернете начали появляться десятки теорий, и некоторые из них были очень странными. Кто-то говорил про мафию, кто-то вот про торговлю органами, а кто-то вообще решил, что Ларс стал жертвой спецслужб. Но если отбросить безумные теории, остаются реальные факты. Ларс действительно выглядел испуганным, и это подтверждают абсолютно все свидетели. Сотрудники аэропорта позже рассказывали, что он постоянно смотрел назад, будто ожидал, что кто-то появится. И вот тут история становится еще страннее. Незадолго до исчезновения Ларс снял все деньги со своей банковской карты. И знаете, это уже не очень похоже на обычную панику. Кроме того, сотрудники гостиницы утверждали, что ночью перед вылетом Ларс почти не выходил из номера. Он будто ждал чего-то. И вот что интересно. После исчезновения Ларса никто не пользовался его документами. Никто не снимал деньги. Телефон больше не включался. Но потом в деле появилась еще одна странность. За несколько часов до исчезновения Ларс начал вести себя крайне подозрительно даже в гостинице. По словам сотрудников, он просил не вызывать полицию. И это уже звучит очень странно, потому что человек, которому нужна помощь, обычно ищет полицию, а Ларс, наоборот, будто кого-то избегал. И вот тут начинаешь задумываться, а что, если его страх был реальным? Что, если за ним действительно кто-то следил? И честно, после изучения этого дела, такая версия уже не кажется безумной. Потому что иногда самая страшная часть истории — это момент, когда человек понимает опасность раньше остальных. Но самое странное начинается дальше. Через несколько дней после исчезновения в интернете начали появляться сообщения от людей, которые якобы видели Ларса. Проблема была только в одном. Все эти сообщения противоречили друг другу. Кто-то утверждал, что видел его в Германии. Другие говорили, что он скрывается возле портов Восточной Европы. Но, если честно, эта версия кажется слишком киношной. Хотя после этой истории уже сложно чему-то удивляться, потому что главное остается неизменным. Последние реальные кадры Ларса — это аэропорт Варны, а все остальное — лишь попытки заполнить пустоту ответами. Если вам понравилась эта история, обязательно подпишитесь на канал. Здесь вас ждут самые загадочные, жуткие и необъяснимые истории исчезновений, расследований и тайн, которые до сих пор остаются без ответов. Каждое дело — это новая история, в которой правда страшнее любых выдумок.
Впереди еще много таинственных расследований и загадок, которые невозможно забыть.